все их кольца представлены на сайте Secret Wood. Канадский магазин Secret Wood, вы знаете такой? Канадский магазин, который продает потрясающие деревянные кольца ручной работы с волшебными пейзажами, скрытыми внутри них. Сейчас у нас зима, и мы очень любим эти заснеженные пейзажи. Пейзажи, которые заперты в этих кольцах, тоже очень красивы, не только зимние, но и летние. Дизайн колец вдохновляется временем года, а теплое время года имеет более яркие цвета и детали. К летнему сезону появляются цветы, волны вместо снега и холодных цветов, то есть холодных оттенков. Розовые появляются оттенки именно когда приходит теплое время. Это аметисовый лес и многое другое. Все кольца изготавливаются вручную с использованием свежей древесины и ювелирной смолы. И ни одно из двух колец, любые если взять, то они не совпадают, то есть каждое индивидуально кольцо. Итак, в данном магазине Secret Wood я заметил, что в кольцах есть все-таки пузырьки воздуха, и тут я вспомнил, что очень много было комментариев по этой теме, что как с ними бороться. Поэтому провел расследование и вот нашел такие способы. Сейчас я о них расскажу. Значит, из практики специалистов, которые работают со смолой MG Epox Class, то есть ювелирной смолой, будем рассматривать процесс изготовления именно прозрачной продукции. Значит, рассказывают они такие вещи. Оптимальное количество для конкретной задачи, то есть 50 грамм смолы плюс 25 грамм отвердитель. Итого это 75 грамм готового материала, то есть это для маленьких изделий, именно ювелирных. В данном случае нам предлагают определенную технику изготовления прозрачной продукции без пузырей воздуха в массе отвержденной смолы. Для начала берем смолу плюс отвердитель и отмеряем необходимое количество в емкость. Одноразовый пластиковый стаканчик. Значит, стаканчик с компонентами необходимо разогреть, и они это делают в микроволновой печке, то есть 5-10 секунд, мощность 650 Вт. Главное не увлекаться, так как можно перегреть и смола будет непригодна. То есть 5-10 секунд прогрели. Смола при разогреве станет существенно жидкой от первого состояния до нагрева. Затем достаем из печки и начинаем плавно перемешивать 1-2 минуты. Затем переливаем. И тут нужно учесть, что переливать и перемешивать необходимо для качественного соединения компонентов, так как на стенках и на дне емкости чаще всего трудно перемешивать. В другую емкость и перемешиваем еще 1-2 минуты. То есть перелили, перемешали, еще 1-2 минуты. В процессе перемешивания в любом случае появляются пузыри воздуха. Это не беда. Берем еще одну чистую емкость, такой же стаканчик. Начинаем не спеша переливать по стенкам стакана и прокручивать емкость, тем самым оставляя пузырьки воздуха на стенках емкости. Данную процедуру можно повторять несколько раз. Если все же при отливке смолы в форму на поверхности изделия есть незначительное количество пузырей, их еще можно удалить, пока смола не начала процесс отверждения. Способ первый. Побрызгать спиртом аккуратно, не интенсивно, с помощью распылителя. Способ второй. Это газовая портативная горелка. Полсекундным движением поднести к отливке на место образования пузырей. Очень эффективно этот способ, очень эффективный. То есть полсекунды поднес, пузырь раз, лопнул, ушел. Так, и еще третий способ, это удаление пузырей механическим способом. Подойдет для этого иголка. Просто прокалываем
пузыри, либо выгоняем за пределы отливки. Четвертый способ — это строительный фен или бытовой. При разогреве поверхности пузыри лопаются, и таким образом они исчезают. После всех этих нехитрых манипуляций ставим в духовку на 1,5 часа при температуре плюс 50, плюс 60 градусов Цельсия. Спустя 1-1,5 часа вытаскиваем из духовки и оставляем на 2-6 часов при комнатной температуре для естественного набора прочности. Но тут насчет духовки. В духовку ставить не обязательно, но тогда время отверждения и набора прочности растянется до 24 часов. Так что тут выбор за вами. Спустя определенное время снимаем готовое изделие с формы, при необходимости шлифуем и полируем. Вот такой интересный совет.